Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 21 по 31 октября. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Каковы события ближайшего будущего или с чем это будет связано. И у нас сегодня две колоды. Колода Ленорман и Золотого Таро. И вначале на колоде Ленорман мы узнаем, как видят карты, обстановку вокруг вас или события в эти 10 дней. Будем при этом реалистами, безусловно, всегда об этом говорю. Любой прогноз – это один из тысячи возможных вариантов. Но, тем не менее, мы идем дальше. И рассмотреть эти альтернативные варианты событий тоже определенно стоит. Как видят карты обстановку вокруг вас? Что происходит в эти 10 дней? Карта якорь. Вы отталкиваетесь от надежности или от надежных людей, или, допустим, вы стараетесь максимально какую-то ситуацию стабилизировать. Может быть, у кого-то это будет по части заработков, ваших денежных каких-то вопросов вы будете решать. Но иногда эта карта будет говорить о нашем бездействии, что мы никак не можем к чему-то приступить или что-то начать. Поэтому часть активных людей, которая родилась под знаком зодиака Весы, вы как раз что-то и можете согласовать, стабилизировать, для себя сделать хорошим и основательным плюсом. А для кого-то будет задача выйти из той ситуации, когда ничего не происходит. И я словно стою на этом якоре и чего-то жду, когда эти перемены придут ко мне извне. Тогда вряд ли что-то будет происходить. Вот примите такой тонкий нюанс к сведению. Что же еще? Какова обстановка? И для кого-то буквально выйти из комнаты, да, как у Бродского, или выйти из какого-то отшельника, так иносказательно говоря, все же мы о картах Таро, или из замкнутого пространства, самое главное, из одиночества, мои дорогие, выйти. И аркан как раз всадник – это про активные действия. Но и, возможно, судьба или как-то обстоятельства так складываются, что либо к вам приезжает человек, либо вы куда-то отправляетесь. Какие-то перемещения, по этому аркану еще приходят новости, какая-то информация. И, возможно, нам придется быстро собраться и куда-то поехать. Или скоординировать как-то, скорректировать собственные планы. Что еще? Вот будьте честны, как и сами с собой, так и проясните какой-то вопрос с важным для вас человеком. Или тот вопрос, который касается вашей работы. Карта Лилии – это карта общения. Но я не могу сказать это про любовь. Нет. Это больше такое, знаете, холодное, но, опять же, искреннее, надежное общение. Когда мы для себя проговариваем важные темы, вносим больше ясности, если была какая-то путаница, для того, чтобы правильно определить собственные приоритеты. Контакты есть. Дипломатия, безусловно, это ваша сильная сторона. И у вас удастся через разговор решить какой-то вопрос. Причем этот вопрос может касаться как раз далекого переезда. У кого-то тут мы все разные. Или конкретной поездки, может быть, на, даже не очень далеко, но как будто вам это надо. По аркану звезды – это всегда, как избываются наши мечты, так это все же карта будущего. То, что на длительный период времени. И, видимо, вот вы закладываете этот якорь на долгий период времени. Или делаете какой-то выбор. Совершаете важные разговоры. Переезды, у кого что. Или вам поступает какая-то информация. Может быть и так. Или вы сами ищете эту информацию. Вот будет зависеть от того, кто в какой ситуации сейчас находится. И вам это будет как-то помогать. Или будет нужно, востребовано на далекий период времени. У кого-то из вас карта может говорить о работе. Работе в интернет, росте вашей популярности, когда новые возможности. Может быть, еще придется пройти какой-то путь определенный, когда ваша деятельность или тот проект, который вы хотите осуществить, потребует от вас как и изучения, так и быть где-то готовому к неожиданностям тоже. Но я больше вижу с учетом аркана всадник и звезды
В принципе, много перемещений для вас. Или вам хочется этого драйва, мои дорогие весы. По крайней мере, для большинства. Фантастика. Аркан звезды. Мне нечего добавить. Соединяется с арканом солнца. И нам говорят, что вот то, что будущее у тебя сейчас может только вырисовываться в каких-то твоих первых шагах, в каких-то разговорах очень важных. В последующем это будет удача, успех, новое качество жизни и исполнение желаний. Дважды исполнение желаний. Когда выпадают два аркана в картах Таро, мы переложим несколько на Ленорман. Так вот, два аркана, которые говорят о времени на будущее. Так вот, если мы сказали карты звезды лет 10-20, а карта солнца это где-то месяцев 6. Поэтому настройтесь на то, что месяцев 6-8 вам придется активно участвовать в каком-то процессе, может быть, или перемещаться, менять себя, менять свой график жизни. Вот это, скорее всего, график жизни по аркану всадник. Корректировать, я могу так предположить, придется всем. Ну, или тогда жизнь не несет чего-то интересного и нет никакого драйва. Тогда может перейти этот аркан в какой-то полный застой. А на кону как раз что-то интересное. И вот то, чем ты будешь заниматься в эти полгода, в последующем окажет влияние лет на 10-20. Сбываются мечты, мои дорогие, разобраться с чем-то. Может быть, кто-то из вас с арканом якорь будет в принципе продумывать, нужны мои вот в этом деле или в этом вопросе активные действия, или я еще подожду. И такое я могу допустить. Давайте дополним, раскроем на картах Таро. И первая карта. Что нового войдет в вашу жизнь в эту десятидневку? В чем ваш успех, в чем ваша сила, мои дорогие весы? Что будет дальше? Что будет продолжено как раз с заходом на ноябрь? И мы достанем карту Таро «Неожиданность». И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Это и обучение, и документы, и соглашения. Все то, что мы либо с бумагами производим, либо решаем. Финансы, денежная энергия. Личная жизнь. И достанем карту «Совет». Что-то важное у вас на кону. Что же нового? А тут у нас любовь, по идее, так. Но это еще и карта дипломатии, безусловно. Это диалоговая карта, когда вы можете договориться со всеми, кстати. И ваша сильная позиция – это как раз умение услышать другого или, ну, даже в спорном каком-то вопросе занять нейтральную для кого-то позицию или принять важное Соломоново решение. Тут через диалог вы можете решить очень многое. И если мы спросили, что нового войдет в вашу жизнь, вы как-то себя... Может быть, через диалог по-другому оцените. Или вот откроете для себя в себе какие-то новые качества, когда, правда, не путем доказательств, не путем отхода от какой-то ситуации, когда мы, ну, ждем, когда что-то произойдет само, а когда вы именно меняете или разговариваете, осуществляете важные переговоры, может быть, даже и по труду. Или пусть это по личной жизни. И вы достигаете взаимопонимания. И методы вот через дипломатию, как будто нет ничего невозможного. Кто знает, может быть, это и есть как раз путь в будущее и дорога к осуществлению вашей мечты. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Возможность заработать деньги. Возможность, буквально по этой карте проходит самодостаточность. Это карта эгоиста, кстати, так я ее называю, девятка кубков. И хоть и кубки не про любовь ни разу, больше здесь про деньги или про материальное благополучие. Поэтому вот у кого-то проиграется этот якорь, когда вы укрепляете собственное благополучие. И тогда эта карта говорит, что пока ты имеешь деньги, в этом где-то твоя сила. У тебя должна быть какая-то сумма денег для того, чтобы осуществить тот или иной маневр. Может быть, он связан с поездкой или с переездом, или вступлением в новую должность, ну, какими-то еще нюансами, или получением новостей, а с учетом какой-то новости, информации, вам придется как-то с этим взаимодействовать. И, видимо, деньги
Или, мои дорогие, ваш имидж не будет здесь на последнем месте. Но это когда мы остаемся довольны. Эта карта еще и изобилие, процветание, поэтому для тех, у кого личное дело, личное творчество, это правда заработать денег на своем творчестве, на том, что делаете вы непосредственно сами, как вы себя выражаете, или, может быть, те достижения, которые, если вы как эксперт своей профессии, то здесь тоже получить как и признание, так и на этом, на своей работе заработать деньги. Все же денежный эквивалент, он не на последнем месте. Но ничего и не будет происходить, если мы словно встали на якорь и ждем, когда к нам что-то придет извне. Нет, всегда девятка кубков – это то, что мы приложили к чему-то, усилия. Давайте узнаем, что же будет продолжаться. Удивительный расклад. Аркан Солнца, мои дорогие, что будет продолжаться? Дорога к успеху. Мне нечего добавить. Не потеряйте возможность, мои дорогие весы. И от вашей активности зависит ваше счастье, ваше качество жизни, ваше солнце на далекий период времени. Правда. Но возможности как будто как минимум две. И где-то, может быть, и выбор, я могу так предположить, вы будете очень важно делать в эти 10 дней. И от чего-то не отказаться. Не думать, что этот период продлится вечно. Нет. Будет соблазн расслабиться и не делать ничего. Потому что я сказала, карта эгоиста. Мы можем свой эгоизм где-то проявить. И упустим возможность, которая, кто знает, к нам появится только, возможно, лет через 10-20. И то не факт. Здесь что-то как кульминация у кого-то из вас может стоять на кону. Ваше солнце. Неожиданность. И не все так просто, правда. Семерка мечей – это всегда, посмотрите, в этой колоде карт это как забрать свое. Хотя семерка мечей нам говорит и о карте вора. В неожиданностях вы можете кого-то уличить, кстати, в какой-то неправде, в обмане, когда, может быть, правильно оцените некоторые отношения, когда меня человек обманывал, врал, грубо говоря, и вы захотите взять свое. У нас 7 мечей, но человек забирает 5. 2 он оставляет, как будто говорит, свое я не отдам, но и чужое мне не нужно. Поэтому сконцентрируйтесь на вас самих. Правильно, где-то не замечтаться, не упустить какой-то момент, об этом нам тоже говорит карта. Но я могу допустить, что кто-то может пытаться, как с вами примириться. Или вам, мои дорогие весы, тоже захочется признать собственные ошибки и найти взаимопонимание с каким-то человеком. Может быть, и стоит попробовать, но, то есть, правильно, будьте внимательны. Вот, понимаете, оценивать обстановку, быть реалистом определенно стоит, не замечтаться. Или карта где-то говорит, не вкладывай деньги пока. Не на этой неделе. Мы ведь сказали, они еще тебе как будто пригодятся. Твоя сила в том, что ты сохраняешь. И поэтому не соглашайтесь на какие-то прожекты чужие или проекты. Не соглашайтесь еще, знаете, как вы участвуете в жизни кого-то, а в последующем тем самым вы себя как обезоружите, обесточите. У вас не будет собственных средств. И вам придется какой-то период времени, себя ограничивать. Или не давайте денег взаймы. Вам тогда их не скоро вернут, если в принципе вернут когда-нибудь. Дела, работа, бизнес. Много работы. 10 жезлов говорит, успевай отдыхать. Да, у тебя хватит сил, у тебя хватит энергии, но определенная усталость, она должна вас подталкивать в первую очередь к тому, что не включайся в те дела, которые может сделать кто-то другой. У вас здесь сейчас на кону что-то важное для вас самих. И это может быть отчасти не подписать какой-то документ об обязательствах. Я могу такое допустить. Иначе придется тянуть эти 10 жезлов очень долго. И вы где-то можете упустить какую-то возможность. Будьте более чем реалистами. И даже из лучших побуждений помочь кому-нибудь. Или даже вы чувствуете сейчас свою силу, как будто и деньги есть. И вроде как
удача или есть какое-то дело, тема, вопрос, который решается положительно. Это вдохновляет. Но это не должно где-то перемежаться с самонадеянностью. Не будьте самонадеянны ни в делах, ни в обещаниях, ни в даче денег конкретно. Денежная энергия. Удивительно, вот правда, какой-то, знаете, как дела идут в гору. 2 девятки. И это карты нам говорят обе о деньгах. Есть хоть и кубки у нас, то вот здесь конкретно девятка монет, приход денег. И опять же, не о тратах. Может быть, у кого-то на кону скоро станут вопросы покупки жилища. Или они уже стоят. Или вы собираетесь переезжать, и вам нужно будет осуществить куплю-продажу. Может быть, есть человек, который будет вам содействовать и помогать. Здесь есть какая-то финансовая либо помощь, либо еще и ваш собственный прогресс. Это может приходить и через личную жизнь, или через ваши достижения. Вот скажу в целом. Но сохраняйте и как и себя самого, как и собственные планы. Вы, мои дорогие весы, какую-то миссию должны выполнить. Вот я вам прямо скажу. И будет важно не упустить время, не поставить себя на якорь, но и не погорячиться, согласившись на какую-то ерунду или путаницу. Будьте прозорливы. Личная жизнь. Знаете, вы правда, вот у вас выпала 2 кубков, и мы сказали, это любви. Поэтому какая-то история любви у вас, я могу такое допустить. И, кстати, 7 мечей. Когда кто-то к вам возвращается в жизнь вашу и пытается либо восстановить какие-то контакты или какую-то прежнюю историю. И у нас осенний период как раз он связан с большой ретроградностью, а также с тем, что могут люди из прошлого возвращаться. Это не обязательно проиграется для всех, но тем не менее у кого-то будет такая история, что кто-то возвращается с желанием с вами наладить диалог, признанием своих ошибок, и когда хочется закрыть в прошлое дверь и словно начать что-то заново. Может быть, это и вы, когда вот так проанализировав, поймете, что есть очень важный человек в вашей жизни. И тогда тут будет каждый решать по-своему, потому что есть, с одной стороны, возможность, как закрыть в прошлое дверь, и тогда начать что-то в новом ключе. Но есть и, безусловно, и то, что завершается и не может быть продолжено. У кого-то это будут, если мы говорим отношения, и вы соглашаетесь. Нам люди, а ведь этот период, он еще как раз и может быть связан с теми людьми, которые какую-то роль в будущем для нас сыграют. Так вот, если вы соглашаетесь на какое-то перемирие, тогда мы тоже вот в дверь в прошлое закрываем и не вспоминаем былое. Давайте я несколько уточню, чего это может касаться. Ну и сами какую-то ошибку мы не должны повторить, потому что буквально вверху у нас выпадает 7 мечей. И что нам, да, вот правда, не вспоминай былое, как коса. Коса – это итог, с одной стороны, но острие косы напоминает, что ты можешь пораниться. И есть возможность где-то, кстати, через личную жизнь, может быть, даже кому-то из близких – дать, мы сказали, не давай деньги в долг или будь аккуратен с какими-то обязательствами. И тогда вы себя в какие-то рамки, в условия поставите или в какую-то длительную историю, когда вы будете вынуждены за что-то платить. К примеру, подписав какой-то документ, что вы, как то доверенное лицо, которое подтверждает платежеспособность какого-то человека, пусть он даже ваш родственник, или родственник вашего родственника, или надежный друг. Вот нет, от этого однозначно следует уходить. Себе нельзя помешать. Тут, как и само пространство, вам пытается помочь наоборот. Вот, кстати, закрыть долги. Вот у кого-то закрыть долги или решить какой-то финансовый вопрос, или вопрос по части жилья. Он как раз может быть. Что это еще? Пусть нам... Вот изучай что-то. Книга – это всегда, когда мы должны перед тем, как на что-то согласиться, изучить вопрос. Может быть, узнать, как работает в отношении вас закон. Или чем для вас это будет чревато на последующий период времени. Но точно не о быстроте. Мы можем столкнуться, вы, мои дорогие весы, с какой-то хитростью, коварством. И вот она 7 мечей. Как будто будет, у каждого по-своему проиграется. Кого-то
Деньги будут, дай мне, одолжи. У кого-то это какие-то через бумаги, тогда бумаги проверяйте, это будет очень важно. Кто-то будет попытается, по крайней мере, повторить еще раз путем обмана какую-то историю, мои дорогие, значит, вы тоже не должны обмануться. Почему? Потому что две карты Солнца на кону, я уже сказала, что-то важное. Может быть, есть в вашем окружении такие люди, которые чувствуют, что у вас есть деньги и пытаются как-то на вас, ну, так хитро провзаимодействовать. У вас же все-таки две девятки и обе о деньгах. Но есть и возможности. Что же это еще? И есть какое-то препятствие. Вы знаете, вы можете сомневаться в ком-то. Или это вам, вот это человек, конкретная лиса, может добавить этих препятствий. Или где-то карта нам говорит, вот ты изучи вопрос, и это ты поставь какие-то препятствия, чтобы тебя больше не обманывали, чтобы с тобой не хитрили, или тебя больше не использовали. У кого-то и так. Совет. Будь открыт новому, будь осторожным, но всегда, когда выпадает тройка монет, это нам говорят о том, что мы учимся. И учимся мы, для кого-то это может означать как окончание курсов, периода обучения, и вы теперь как новый специалист. Эта карта еще и говорит о знаниях, когда мы, ну, кто-то язык учит, кто-то, вот заинтересовало вас что-то, а вам как будто нужно углубиться в эту область, и кто знает, может быть, там вы достигнете новых высот, ведь что-то как новое пытается войти в вашу жизнь, или какие-то новые возможности, мы не должны от них отказаться. Или, мои дорогие, иногда тройка монет говорит конкретно о том, что мы сдаем жизненный экзамен, и с учетом вот этих карт и тот вопрос, который мы раскрывали на колоде Ленорман, тоже ведь говорит о жизненном экзамене, о каком-то выборе, о том, что мы не должны словно соскользнуть в какие-то прежние ошибки или в какую-то прежнюю плоскость. На этой десятидневке, мои дорогие, вы должны выбрать собственные приоритеты, самих себя и свое будущее. Встречайте все новое, что пытается войти в вашу жизнь. Оно прекрасно, две карты Солнца. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.